Привет, меня зовут Антон Yellow Dog. Привет, меня зовут Андрей Кичатый. Я из Владблад Pro Team. Вот, а вы нет. И сегодня буду отвечать на некоторые ваши вопросы. Артемий Кондаков пишет. Доброго времени суток, доброго. Сразу к теме. Начал заниматься этим направлением еще с 2009 года, еще самодельной тачкой. Как понять, ном тачка или нет? Во-первых, сразу ты поймешь, что нормальная машинка или нет во время работы, я не знаю. Как определить? Это просто хотя бы попробовать, то есть включить машинку и на палец боек потрогать. То есть вот эти вот китайские тачки, они бывают, там поставишь вольт на 6, на 8, вроде жужжит, палец к байку подставишь, она сразу глохнет. И все. А если ставить больше вольтаж, то она начинает очень мощно хреначить, что, мне кажется, она просто тупо шрам с царапинами разрезать кожу будет тебе вообще. То есть, я щупал китайские тачки, это просто кошмар какой-то. Для начала это придет с опытом, для начала лучше брать известных производителей, не знаю, каких-то как минимум. И, то есть, где ты не будешь чувствовать проблем никаких, то есть. А потом ты уже будешь понимать, какие нюансы, там где-то дребезжи, где-то обрызгивает. Значит, это неправильно, так не должно быть. Вот новая тачка, Владблад, с моим дизайном, очень хорошая, красивая. Она еще такая типа золотом сделана специально, чтобы ты мог ее повесить на шею на золотую цепуру и носить как классный хип-хоп исполнитель. Или кто-нибудь там. У всех все индивидуально. Кому-то идут роторы, кому-то идут индукции, кому-то идут Владблады, кому-то нет Владблады. То есть это нормальное явление. То есть тут именно нужно пробовать. Если ты делаешь, красишь, у тебя там одна кровь вместо краски остается, значит, что-то делаешь не так. Либо машинка работает как-то не так. Скорее всего, это плохая машинка. И Чатый, ты что скажешь по этому поводу? По мне так норм тачки. Это Владблад, например, Workhorse. Кто там еще что делает? Может быть, какие-нибудь FK Irons, я, конечно, ими не пробовал никогда. Но вообще не люблю вот эти всякие технологии, Cheyenne Pen, как будто дилды какой-то колешь. Леонис Магин классный делает. Но у меня в ходу все время стабильно Владблад, мои самые любимые тачки. Потому что, лайнер первый, который я купил вообще, когда только начал колоть, он полоски так мощно вколачивает, и ты можешь вести очень долго линию, то есть не ковырять ее там вот так вот чуть-чуть вот так делать, а просто берешь и все, готово. Есть отличная опция у Владбладов, ты можешь прийти, взять машинку на тест-драйв, попробовать. Если у тебя и с ними ничего не получится, то я не знаю, что не так. Либо просто опыт, не знаю. Так, чтобы... Первая рекомендация: бери известных производителей для начала, а потом ты уже будешь понимать и уже будешь решать, это хорошее, это плохое. То есть, опять же, на своем опыте. То есть на словах это так не объяснить. Что-то дребезжит, что-то не дребезжит. Все машинки, какие-то бывают машинки громкие, какие-то тихие, то есть так это не определишь никак. Павел Скороход из ВКонтакте пишет. Привет, расскажите о выборе пигментов. Есть ли любимый или, может, есть те, которые плохо себе зарекомендовали? Спасибо. У меня есть любимый. Им нельзя пользоваться, обычно говорят все. Все мои знакомые, и буржуи, и классные татуировщики колят им. Это Talents Indian Ink. То есть берешь его, смешиваешь с динамиком, потому что динамик содержит глицерин или что там, не дает ему засыхать, а Talents очень быстро сохнет. Перемешиваешь там 50 на 50, либо еще как-то, и все, садишься и колешь. Он просто очень жидкий, и с ним очень удобно работать, потому что он не пачкает кожу, когда ты колешь. Ты взял там, промокнул так как салфеткой, все. У тебя все чистенько, колешь дальше. Еще мне понравился Nocturnal от Eternal. Тоже очень классный, конечно, погуще, погрязнее. Но прямо ими колешь, прям видишь, что у тебя черный прям контур. А для блэкворка, например, хорошо вот такая вот штука. Но она не для линий, только для плотного заказа, потому что она типа подтекает потом. Все
больше сливается со временем. И из-за этого как раз плотность получается такая, типа, повыше. Ну и он остается очень черным надолго. Ну, то есть синеет достаточно медленно. По поводу пигментов могу сказать, что я пользуюсь, ну, наверное, почти что всеми известными нынешними марками, начиная от Eternal, заканчивая World Famous. Везде сейчас хорошие цвета. Единственное, я не пробовал никогда динамик цветной, кроме черного когда-то. Вот. А остальные цвета достаточно хорошо себя зарекомендовали. В каждой палитре есть определенные хорошие цвета, которые мне нравятся. То есть я беру отовсюду понемножку. И производители Америка, Германия, мне тоже сейчас нравится Rabbids. Достаточно прикольный желтый цвет, например, яркий. Вот. И мне нравится необычность цветов в том же самом Famous, в Rabbids, какие-то нестандартные цвета подхода. Ну, то есть сейчас с краской, ну, то есть единственное, что для вас концентрация краски там густая, жидкая, для кого-то это важно, для меня сейчас это не важно. То есть, вот, поэтому сложно ответить на этот вопрос одним каким-то ответом. На ютубе пишет, наверное, мистер машинист. Женя, привет. Твой вопрос достался именно мне. Привет, ребята, расскажите, пожалуйста, как технически делать олдскульный вип-шейдинг, чтобы получался красивый пиксельный градиент? Какими машинками лучше работать такой техники? Индукционная, ротоповоротник или прямоход? Спасибо. Так, ну, я как бы вип-шейдинг делал индукционный, Влада. Я тогда, помню, купил Classic Shader или что-то такое, но я его давно покупал, когда Влад еще сам тачки типа собирал. Вот, ну, как у меня тогда была одна только инструкция, как делать вип-шейдинг, то есть ты под углом 45 градусов вставляешь иглу и просто начинаешь копать, как лопатой, короче, грубо говоря. То есть движения у тебя такие бах-бах-бах-бах резкие. Вот. Иногда помогает немного подсдать вольтаж, вот, потому что у тебя игла медленно ходит, она такая... Какой вольтаж в цифрах, я не знаю, потому что я пользуюсь отличнейшим блоком питания от Влада, который без цифрок. Вот, и я работаю чисто на ощущениях, потому что, не знаю, ну, полагаться на цифры – это математика и космос. Ну, не татуировка. Татуировка, мне кажется, это все по ощущениям. Вот. А сейчас, правда, у меня шейдер этот пылится, потому что у меня есть рота от Влада прямоход. Вот он идеальный вип-шейдинг делает, просто охренительно. Ну, во-первых, то, что он просто заливает очень круто и быстрее, чем индукционный шейдер. А во-вторых, ты реально можешь скорость набавлять, сбавлять и так далее, и добиваться просто плотности даже своего вип-шейдинга. То есть, либо у тебя лесенка будет такая частая, либо у тебя лесенка будет редкая. То есть, я иногда просто даже делаю вип-шейдинг, сбавляю скорость на этом роторе и просто вот так веду, вот так вот, прямой, и он мне оставляет вот так, дых. И прикольный эффект получается. И на самом деле благодаря вот этому очень легко контролировать випы. То есть у тебя не получается такой фигни, что, знаешь, вип, потом какая-то полоска более плотная, потом опять вип идет, ну, знаешь, неровности, короче, они порой очень раздражают. А чтобы вот эти полоски убирать, это же приходится тебе чернить еще больше. В итоге татуировка вообще превращается в черный кошмар. О, точно, насчет игл, кстати, еще, чтобы хороший получился вип-шейдинг, это надо покупать плоские магнумы, не раунд магнумы, там никакие, вот, а именно плоские. Ну, именно по этой, как оно. Ну, типа не такие, а вот не такие. Не знаю, как. Короче, плоские нужны магнумы, вот все, так скажу. Максим Иванченко пишет. Привет, вопрос такой, как бороться с закидыванием краски на машинку? Не плотно так заливает, а легким аэрозольным облачком в процессе длительных сеансов, что очень неприятно. В общем, Максим Иванченко спрашивает по поводу, видимо, всасывания краски в трубку во время работы. Ну и как бы небольшое побрызгивание. Скорее всего, как-то он держит машинку, не знаю, вот так. То есть, ну, как бы проблем с такой редко сталкиваемся, чтобы всасывалась краска. Мне кажется,
Во-первых, надо носик другой для иголки взять, потому что носик просто не забирает. Вернее, он забирает из колпачка чернила, но не оставляет их на игле. То есть они идут дальше в трубку и в нос. Вот. Можно взять просто побольше, например, диаметром. Либо с прорезью сверху есть такие носики. Либо, может быть, ромбовидные тоже помогут с этой проблемой бороться. Вот. Еще можно иглу слегка подгибать. Вот. Может быть, вот так вот. Может быть, в этом что-то дело. Вот. Ну или тачку там еще попробовать покрутить, понастроить, главное не сломать ее. Может еще зависеть от как прижал иглу, как иглу изогнул. Может быть, ты вверх ногами повернул иглу. То есть из-за этого может попадать краска внутрь, которая, если она жидкая, то она быстрее, естественно, зайдет в трубку. Еще, может быть, зависит от самого носика, который, может, он больше, чем нужно, и игла немного там люфтит, и поэтому тоже как-то попадает красочка потихоньку в трубу. То есть нужно много очень факторов, от которых может зависеть. Резинкой плохо прижал или вообще, может быть, не прижал. То есть иногда недостаточно одной резинки бандажной, а 2-3 на некоторые машинки, чтобы игла лежала четко. Почему тебе нравятся тачки Лада? Есть с вами другие тачки Лада, почему они тебе нравятся? Стоит ли на первых порах покупать типа очень дорогую тачку, например, Шатен? Нет, Шаян вообще, мне кажется, не стоит покупать, потому что как пидорская хуйня. Я надеюсь, никого не обидел, просто это очень распространенное мнение. Ну, вообще говорят, что это супер крутые тачки, ими супер круто все делать, вообще все, что хочешь. Там пол клади, на стены крась. Вот. Я люблю все-таки более традиционные типы машины, как индукция, там ротор. Хотя Шаян тоже ротор на самом деле. Так. Мне нравятся Лада тачки, потому что они быстрые, они жесткие. ТО их достаточно доступное. То есть ты просто у нас в студии 15 минут пешком до Влада идешь, там если что-то сломалось, пошел отнес, как бы взял пружину, там поменял, и все окей. Как бы если ты хороший татуировщик, ты правда его можешь сам проводить, ну ты обязан типа знать, как крутить винт и пружины менять. Ну, насчет жесткости я не имею в виду то, что они просто как это отбойный молоток типа работают, а то, что они, ну, как бы вколачивают пигмент именно так, как мне надо. То есть даже вот если какие-то заводские настройки Влада есть, они для меня жестковаты, я немного ее так это винт подоткручиваю, чтобы если что по каких-то моментах можно было подтопить, но не вдуть чернила, короче, чтобы не потекло. Это я вот такую фишку увидел на всяких американских тачках, типа там этого Сета Цифери или как его, Микки Шарпс. То есть когда ты тачку берешь, просто втапливаешь, она слегка подглухает у тебя, но она ничего не вдувает, то есть кожу. Я таким методом еще Влад стал поднастраивать и вообще теперь кайфую. Ну, надеюсь, я ответил на все сегодняшние вопросы поставленные. Вот. От себя хотел бы добавить, чтобы вы задавали более конкретный вопрос, более раскрытый, может, где немного слов, а где более конкретно. То есть емко, да, емко, быстро, чтобы лаконичненько все было и понятно. Вот. Перечитайте сами его несколько раз, и, ну, чтобы мастер смог быстро понять, на что вам ответить. И также задавайте вопросы, кому бы вы именно хотели задать этот вопрос. То есть, просто, например, по поводу вип-шейдинга я не смогу ответить. То есть, там, хочу задать вопрос тому-то по поводу того-то, того-то. Это будет интереснее и более дойдет до адреса быстрее. Повышайте уровень и качество своих татуировок благодаря вопросам к членам ProTeam. Все будет хорошо.